Привет, Эяремуай. Неужели дрожащее признание Чингука, произнесенное со спокойной улыбкой, едва скрывающей месяцы усталости, тихонько ознаменовало не только поворотный момент в его физическом восстановлении после изнурительного тура Эрирнг 2026, но и более глубокое откровение о скрытой цене мировой суперзвездности? Вопрос может показаться драматичным, даже преувеличенным, но для миллионов, которые следили за каждым вздохом, каждой высокой нотой и каждой ночной трансляцией самого молодого участника BTS, это вовсе не казалось преувеличенным. Это ощущалось как нечто неотложное. Несколько недель в фан-сообществах ходили слухи. Кадры с заключительного этапа тура Эрирнг 2026 были проанализированы покадрово. Внимательные фанаты заметили тонкие изменения, слегка замедленный шаг между хореографическими переходами, рука, ненадолго прижатая к боку перед сменой ракурса камеры, голос, звучавший немного более напряженным во время выхода на бис. Была ли это просто усталость, сезонная болезнь или что-то более серьезное за ослепительными огнями сцены? Когда Чингук наконец заговорил, атмосфера мгновенно изменилась. «Мне становится лучше», — успокаивающе сказал он. «Пожалуйста, не волнуйтесь слишком сильно». Простые слова, мягкий тон. Но почему эти слова звучали тяжелее, чем ощущались на самом деле? По всем измеримым показателям тур Эрирнг 2026 года был монументальным достижением. Стадионы по всему миру были заполнены. Спрос на билеты превзошел все ожидания. Хореография была отточена, живые выступления амбициознее, а качество постановки выше, чем когда-либо. Для участников BTS это была еще одна историческая глава в карьере, уже отмеченной рекордными достижениями. Однако история редко фиксирует тихую цену совершенства. Источники, близкие к съемочной группе, описали график, который оставлял мало времени для восстановления, выступления одно за другим в разных часовых поясах, пресс-конференции, перекрывавшие репетиции, и перелеты, которые сливались воедино. Для исполнителя, известного тем, что он выкладывается на полную, стремление Чингука к безупречным выступлениям было, пожалуй, одновременно его величайшей силой и величайшей уязвимостью. Первые опасения фанатов возникли во время одного из финальных концертов. Его обычная взрывная энергия казалась несколько сдержанной. Его фирменный спринт по расширенной сцене во время танцевального перерыва казался медленнее. Это было едва заметно. Многие случайные зрители не заметили бы этого, но Эяремуай замечают все. Видео с ним распространились в сети в течение часов. С ним все в порядке. Спрашивали одни. Он просто устал, настаивали другие. Затем появились сообщения о том, что он был истощен после возвращения с финального этапа тура. Никаких официальных медицинских подробностей не было опубликовано, и подтвержденных случаев госпитализации не было. Тем не менее, слово «измотан» имело вес. В индустрии, где айдолы часто преуменьшают боль, истощение может быть кодом для чего-то более глубокого, физического истощения, перегрузки иммунной системы.
эмоционального выгорания или, возможно, всего сразу. Когда Чингук обратился к фанатам напрямую, он ничего не драматизировал, он не перечислял симптомы, он просто попросил их не слишком беспокоиться. И эта просьба была показательной. Те, кто следил за ним с момента его дебюта в подростковом возрасте, знают, что он редко проявляет уязвимость без намерения. Сила всегда была частью его образа, надежность – частью его личности. Поэтому, когда истощение наконец заставило его сбавить темп, это казалось символичным. За гламуром тура скрывалось невероятное физическое напряжение. Инсайдеры индустрии подсчитали, что исполнители в высокоинтенсивных турах сжигают 1000 калорий за одно выступление. Добавьте к этому смену часовых поясов, недостаток сна и постоянное напряжение голосовых связок, и даже самые сильные тела начинают протестовать. Мелкие закулисные моменты усиливали тревогу. Чингук откидывался на спинку репетиционного кресла, закрывая глаза, массируя горло между дублями, спокойно выдерживая все без жалоб. Однако выносливость имеет свои пределы. Психологи описывают феномен, называемый отложенным упадком. В периоды высокого уровня адреналина, например, во время гастролей, исполнители преодолевают усталость. Но как только график замедляется, организм перестраивается. Симптомы усиливаются. Иммунитет ослабевает. Упадок начинается после того, как внимание публики ослабевает. Могло ли это случиться и с ним? Во время заключительных концертов тура другие участники группы стали более внимательны к нему. Успокаивающая рука на его плече. Тихие взгляды, полные беспокойства. Слова были излишни. Фанаты понимали. Затем наступил переломный момент. Прямая трансляция, где он выглядел спокойнее, мягче. «Я отдыхал», — поделился он. «Я забочусь о себе». Социальные сети были переполнены словами поддержки «Не торопитесь». Здоровье прежде всего. Мы подождем. Отличительной чертой этого момента была искренность. Он не выставлял истощение героическим. Он не превозносил преодоление боли. Он просто признал выздоровление. Улучшение предполагает предшествующий спад. «Не волнуйтесь слишком сильно», говорит об осознании тревоги. Вместе они образуют тихое признание. Была борьба, но она не была катастрофической. Позже инсайдеры намекнули, что врачи